Так, меня, как и многих других, заинтересовала тема обогрева помещений с помощью лампы ДРЛ. Вот. И я решил провести такие сравнительные тесты. Сравнивать я буду с обычной лампой накаливания с вольфрамовой нитью. Есть у меня два советских светильника лохматых годов с дросселями для ламп ДРЛ. Вот светильник, это вот его часть. Светильники вешались на столбы. Вот так выглядели. Вот его модель такая. Мощность лампы 400 Вт. Вот. Ну и мне же стало интересно, действительно, насколько ДРЛ-ка греет сильнее, чем обычная лампа накаливания. Так, значит, здесь у нас все включено по классике. Лампа ДРЛ, вот я купил новую, 400 Вт. Там маркировка ее, 400 Вт, в общем-то она. Дроссель. Параметры дросселя, если кому интересно, я потом скажу. Вот. И такой же светильник. А здесь лампа накаливания на 500 Вт. Дело в том, чтобы тест был какой-то более-менее справедливый по мощности, я ее так и оставил включенной последовательно через дроссель. Вот. Можно представить это как латтер. Как будто я ее через латтер включил. Вот. То есть фактически потребление снизилось. Немного больше, чем ожидал. Вот. Я включил ее через ваттметр. Сейчас посмотрим, сколько она потребляет. 500 ваттная лампа накаливания через дроссель. Вот. 345. Грубо 350 Вт. И лампа ДРЛ. Вот. Когда она нагревается, она потребляет где-то 400, 410 Вт. Примерно так же. Немножко побольше. Вот. Тест тепловыделения я буду производить следующим образом. У меня есть пару стальных листов ржавых. Я тупо положу вот так сверху. Они нагреются и будем пирометром замерять. Примерно одинаковые по размеру. Вот. Так. Я не ютубер, может видео не очень хорошо запишу, так что как получится. Вот. На обе лампы, в общем, я положил стальные листы, они будут нагреваться и будем замерять их температуру. И какие-то результаты у нас получатся. Будет с чем сравнить. Так, здесь понятно, ваттметр я выключу и включу напрямую. Сейчас. Так, значит, лампа накаливания у нас. Это у меня просто пусковой выключатель для двигателей асинхронных с пусковой обмоткой. Тут тупо просто провода идут и сюда идут, и все. Вот, значит, ДРЛ-ку я сейчас включу через ваттметр. Вот сюда провод присобачил. И старт. Когда лампа начинает только разгораться, ее потребление очень маленькое. Там буквально, если с холодного состояния, с 80-50 Вт надо начинать с потребления. И по мере ее прогрева мощность потребления увеличивается. И постепенно доходит до ее номинала.
Ну, может даже чуть больше. У меня фактически где-то я и значение 410, 415 наблюдал. Ну, у нас в сети напряжение прыгает, поэтому могут быть погрешности. Вот. Тоже 150. Так, замеры нагрева я буду делать пирометром. У нас сейчас уличная температура. Сколько-то? 28. Август на дворе. Так, 200. Ну, лампа накаливания, конечно, сейчас вырвется вперед на старте. Так. Тут уже 130-140 градусов. У ДРЛ-ки у нас будет, конечно, сейчас меньше. На старте она, конечно, будет отставать. О, вышло. Фига себе, 420, 430 уже. Ну, сейчас лист постепенно прогреется. Позже все-таки начал нагреваться. Так, кому интересно, пока оно прогреется, я сейчас скажу параметры дросселя этих светильников. Это его сопротивление постоянному току 1,7 Ома, индуктивность 112 миллигенри, сам замерял, провод диаметром 1,3 миллиметра. У лампы ДРЛ просто сопротивление постоянному току я намерил 700 килоом. Это в колбе, в ее, значит, такое сопротивление паров в выключенном состоянии. Итак, так, 100. Максимально 144 я видел сейчас. Тут 170 максимум был зафиксирован. Самая горячая точка. Даже 177. Так, ДРЛ-ка 180. Пока температуры примерно одинаковые получаются. У нас потребление ДРЛ-ки фактически даже больше. 426. То есть почти на 80 вольт у нас ДРЛ-ка сейчас больше потребляет эта цепь. И температура примерно такая же в нем. Вот. Пока такие факты. Еще раз все это подальше сниму. То есть включение обеих ламп одинаковое через дроссели. Лампа накаливания через дроссель включил, чтобы она не 500 ватт потребляла, ну несколько меньше. Так. Ищем горячее место самое.
180. Теперь ДРЛ-ка. $184. Ну, она и потребляет, жрет, конечно. Да, чуть побольше. Вот везде. То есть тест такой довольно примитивный. Вот 192 было. Тест примитивный, но дает понятие все-таки, ну, как относительный нагрев поверхности, вот, которая прижата непосредственно к наружной колбе лампы. Вот такие результаты получаются. То есть, по сути, выводы мои такие, что обе лампы греют примерно одинаково. Сколько потребляют, примерно в ваттах. Такое у них и тепловыделение. Про свет я не говорю вообще. Это, конечно, лампы для света. Ну, ДРЛ точно. А по теплу примерно одинаковое тепловыделение. Сейчас еще раз последний замер. $190 был где-то поймал. $202. Ну, в общем, она и потребляет больше. Сейчас прям я ваттметр не могу перецепить, потому что если сейчас быстро выключить, включить ДРЛ-ку, она потухнет и не зажжется, пока не остынет. Она это всегда делает. Вот, скажем. Ну, чтобы, например, быстро ваттметр перецепить. Здесь я выключу сейчас и включу. ДРЛ-ка будет остывать. Разряд тлеющий не происходит в разогретом состоянии. Видимо, сопротивление высокое, хотя странно, конечно. У нее сопротивление как раз высокое в холодном состоянии. Она поэтому и потребляет мало в холодном состоянии при старте. Ну, в общем, такая особенность у лампы. Но греет она примерно как и лампа накаливания. Ну вот, такие у меня получились результаты. Так, вообще в этих лампах, ребята, для того, чтобы получить больше тепла, удалить вот это вот ненужное пространство, которое отделяется этой большой колбой, ребята достают внутреннюю колбу, распиливают. Ну, я, возможно, это тоже сделаю. Вот лампа. Сейчас маркировка 400 Вт. Достают внутреннюю колбу. Ну, потому что тут большой промежуток газовый, который, естественно, создает теплопотери. Теплопередача очень низкая. Ну, если не учитывать только световое излучение, светотепловое, инфракрасное. Вот таким образом получается, что эта колба, если будет вставлена, скажем, в трубу какую-то, и дальше будет греть воду, ну понятно, она будет греть лучше за счет того, что не будет зазора газового вот этого лишнего. Но извините, если взять тоже вольфрамовый тен, вот, это та же спираль, как и в лампах накаливания, вот она светилась, то здесь зазоры тоже у нас минимальные. Вот. Все тены современные, они довольно тонкие, сколько тут,
10-12 миллиметров толщиной, то есть контакт почти плотный. И сделано оно все-таки на заводе. Я думаю, даже будет, как бы это грустно не звучало, даже качественнее греть ту же самую воду. Будет непосредственный контакт спирали через кварцевый песок, который там находится, или его заменители современные. Теплопередача, очевидно, будет лучше все же, чем то, что мы сделаем своими кривыми ручками. Ну, мне так кажется. Так что прошу не обижаться на меня. Я тоже пытаюсь обогреть свой дом. Вот он сверху меня находится. Тоже этот головняк у меня, как у любого, который построил дом и не знает, как его обогреть. В общем, прорвемся, будем пытаться.